Итак, ребятки, я приветствую вас всех. Напишите мне, те, кто в прямом эфире присутствует, что по качеству звука. Не глушит ли вас? Пусть так будет. Давайте посмотрим, что актуально нам на эту недельку будет. Что актуально будет на эту неделю? Долго затягивать не будем. Так, ребят, здесь эгоистичный соперник у вас. Надежды у него на общение, на то, что он найдет родственных себе по духу, заключит договора, либо хотя бы хоть кого-нибудь, с кем можно пообщаться. С этим соперником вы, я бы сказала, сами развалили все. Прекратили общение, ушли от общества человека. Почему? Потому что вы задолбались. Вы просто задолбались. Для вас что-то тайное стало явным, возможно, насчет дел этого человека, возможно, насчет того, что вы зря ему доверяли, понимаете? И тут по чувствам вам, так сказать, дало с помрачением рассудка. Так вот. Здесь человек вас глазит, он наблюдает, завидует. Человек делал вам привязки к вашей силе. Но знаете, в чем интересно? Вообще к вашему ресурсу, к мудрости, к духовной силе, к вашим... Знаете, вот с вас качал, да, на том, что у вас забирал, амбиции возросли, они соответствуют этим амбициям, понимаете, человечек. Человек, во-первых, попал сам теперь в привязки и выдерживает испытания. Знаете, из-за чего? Ему стало ясно, что он не вытягивает силу. Здесь, видимо, влез в магию и, недопонял, для чего она вообще нужна. Знаете, здесь магию надо знать, чтобы кому-то накостылять и бабла срубить, уворовать кратниками. Все. Это вот скудное понимание о том, что такое магия. Так. Добрый вечер. Ну, давайте посмотрим, что неделя вам несет. В рост идете. Тяжелая ноша из-за крыс, опять же таки, из-за какого-то хладнокровного человека. Так, меня интересует это. На 7-ю чакры там подселов накидывают. Накидывать будут. Ребят, знаете, какая тайна? Тайна-то какая? Если будет тоска, муки души, депрессии, помните над тем, что у вас есть власть над другими людьми. Здесь либо собой проманипулировать, чтобы просто переключить свои эмоции, либо завершить манипуляцию над вами. И здесь еще есть для вас какой-то некий сюрприз от высших сил будет. Понимаете, вы здесь в рост валите, да, а вам время и тяжелую ношу, крысиные вот эти забеги
А крысы-то в страхах, слушайте. Стабильно в страхах. У них там, но они почему-то спокойны. У них там в доме может куча подселенцев быть. Говорят, мы добьемся цели. Под масками хотят правосудия. Какого правосудия? Защиты нужны. Для этого плетутся интриги, чтобы магией воздействовать, обрядами, видимо, защиты с кого-то сдирать. Да, ждут приятных новостей, видимо, обращаются к разным людям. Стабильно ожидают, когда же у них внутренний потенциал попрет. Они решат все свои проблемы, смогут рассчитывать на себя. Ой, вы знаете, здесь они, видать, влезли куда-то очень в ритуалистику темную, давайте скажем, к темным полезли, но у них ничего не случилось по ритуалистике. Ну, ебанутым нет покоя, знаете, то одно им, то другое. А у них не работают ритуалы, но они, видимо, так и будут дальше пахать, пахать и пахать. Их проблемы. Здесь я вам хочу сказать по кавалеру, по хладнокровному. Возможно, это этот же соперник. Будет вам предупреждение, здесь вы почиститесь. Важное открытие магии сделаете благодаря тому, что попадете в некий тупик после чистки. Какой-то, знаете, вот тупик, либо все замирает, либо вот что-то отменяется, и покой. Так, а это? Слушайте, здесь от древа рода встречайте определенную сущность, к вам она будет идти после чистки. Если кто не планировал, делайте. Так, а если вот этот вот сигнал для этого... Угу. Ой, слушайте, здесь вампиры, здесь игра с этим человеком. Он вообще не понимает, с кем, когда, как и в какую игру он играет. Им играют. Он вроде бы как может обнаружить, откуда идет. Здесь от бабы может быть яд, застой. И вот смотрите, у него радости полные штаны, что он обнаружил, откуда этот застой идет, да? И опа, чего-то ожидает, и ящик Пандоры открывается у человека. Здесь змеи начнут вылазить, предавать, обманывать персонажа. Так, а у вас как неделя пройдет? Видимо, от него будете чиститься, но вам нужно знать и про него. У него будущее, он пытается заключить с кем-то договора, у него ни хера не получается, и тупо с ним все расторгают эти договора. Да, ему очень хочется. Очень хочется. Ребят, для кого-то актуально, что вы поругаетесь с таким хладнокровным петухом. Хочется высокодуховной личностью стать, магом, практиком, знать тайны мироздания, мать его. Вам на кой хер вообще? Почему показываете за этого придурка? Для чего это человеку смотрящему? Так, девочки, кто находил подклады? Поработать с хозяином кладбища надо однозначно, это первое. С этим человеком кто-то из вас может общаться. Этот человек, знаете, вроде бы как у вас что-то налаживается, но от вас много чего скрыто. Наладилось, вы попадаете в какое-то ежедневное беспокойство. Здесь баба, здесь от бабы подклады. Может и она быть, как соперник, ну, поняли, да? Сопоставляйте, пожалуйста, у каждого своя инфа будет. Якобы с добром, с добродетелью, через хозяина кладбища вас в плен. У человека сейчас над человеком идет расправа за ту грязь, которую он лил на вас. Интуитивно, там не только грязь, там измены, лицемерие, короче, и тому подобное.
Он интуитивно понимает, что ему отлетает все, что он творил на вас. Он, либо она, либо здесь еще баба, с которой он работал, то есть параллельно с этим. Для чего вам? Вы освобождаетесь от этого. Идут большие крупные договора у вас. Идет брак. Будет выбор, понимаете? Выбор вариантов. Разрушили вы давно уже то, что на вас хотят там накинуть, и ни хера у них не получается. Понимаете, им как будто бы не хочется, чтобы вы это разрушили. Здесь по христианскому эгрегору состояние жертвы культу Иисуса Христа, короче. Поняли? Вот это белиберда, чтобы вы себя в дань отдали. Не идите ни на какой сраный компромисс, и тогда не прокакаете свою удачу. Все. Одни посидели, подумали, мозги включили, анализ системный тоже туда же добавили. И мудро, не умно, мудро, мудро, мудро. Ушли от надуманных проблем, освободились, если надо, почистились. Что заканчивается? Здесь... В вашем доме эти люди были по-любому возле вашего. Около мне идет. Около вашего дома. Именно слово «около». Возможно, вы от кого-то слышали именно это слово. Вот от этого человека, вот на него внимание обратите. Смотрите, черный человек с направленной злой волей. Самомнение зашкаливает в вашу семью. Если не около дома, значит вы вашу семью на сяку сует. Это завершается. Здесь баба. Здесь баба может делать что-то, понимаете? Она тут хочет вас в плен закинуть. Да, она ждет исполнения своих желаний. Когда же у вас там сердце разобьется, когда же вы в магии решите, что вы лишний, у вас магия не получается? А что вы так должны? Вы должны подумать, что это карма, ну не суждено вам. А у нее ложные договора, которые закрыты. С практиком, с магом, кстати. Если кому-то они обращались, тут уже и практик в глобальные изменения по тьме пошел. Они платили через интернет заказы. Бумеранги хлестают все подряд. И заказчики, и исполнители. Вот это вам надо знать на предстоящую неделю. И здесь, если что, для кого актуальна чистка, пожалуйста. И еще такой момент. Все, видать, старая корга не успокоится, блядь, да? Ты еще дышишь, блядь, хочется сказать. Ты еще дышишь, мразь? Или уже через трубочку? Или с трубочкой, блядь, на погост? Или дочечку попросила? Или сыночка? Ой, хочется за баблом хочется быстро куда-то поехать, а не получается, ментальная блокировка. У человека вообще мороки, он как будто думает, что он куда-то поедет. Это я за эту бабу старую смотрю. К единомышленнику, к другу, с заботой якобы. Вернуться туда, где уже была, либо... Она уже это делала, проделывала, либо куда-то ездила. Может, на кладбище, блядь, хочет, не получается, так она через интернет. Да, здесь, понимаете, предательство близких людей, и она бесится, и, видимо, на вас скидывает циклично. Постоянно что-то подновляются работы, чтобы вас в жертву вкинуть. Из семьи. Баба, блядь, из семьи. У вас вы вычистили эту херь и получили ключи. Что этой бабе, блядь, что она там? Пути дороги закрылись, она думала, она в потоке, она невъебенная. Ей там денежки слетали с разных углов. Практик это, либо ваша родственница, блядь, понимаете, здесь работа втроем как минимум против вас. Была, все, в гробу их видали, всех троих, видимо. И больше, кому они там обращались. А они в курсе, что им за эту материальщину, и прикиньте, они хотят, хотя получают за это. Вот это с ними там играют темные силы и практики, к которым они обращаются. Блядь, там в лабиринтах люди сидят, в охуетительных.
Ребята, даже не хочу смотреть, оно там как-то такое ненормальное в балде у человечешков стоит. Они вообще в другой галактике находятся сейчас. А люди, ну, откровенно сказать, они сходят с ума. Почему? Потому что они не верят, что не будет так, как прежде. У них, понимаете, вот я вам хочу сказать, я наткнулась на днях на фразу одного человека, и он был прав категорически. Говорит, вот те, которые зависимы от общества, которые следовали за стадом, которые считали, что внутри стада решение всех их проблем, те сейчас и не вывозят нынешних энергий, нынешних событий, понимаете? А те, кто абстрагировался от общества, те, те и выживут, те и пройдут. И у тех будет все нормально с головой, они прекрасно поймут, что мир меняется, ничто. А знаете почему? Да потому что, нет, есть, конечно, такие люди, которые творили чепушню и быстренько трансформацию прошли. Ну, поверьте мне, их единицы на планете. Потому что там трансформации не так уж легко даются. А тут просто пытались переобуться, побегали по разным инстанциям. То челом били, блядь, во все эгрегоры, наверное, христианские, во все остальные религиозные. Им дали пинок под зад, они там еще куда-то, и теперь по интернету давай искать таких же, юродивых, как они сами. Так что вот как-то так, ребят. Потом напишите, как у вас проигралось. Ну, конечно, желательно в конце недели. Было бы интересно мне почитать. Осознанным добра и любви этого мира. Всем, кому интересно, еще сейчас одна трансляция будет. Всем остальным пока-пока.